Народ, мало кто знает, но примерно 3 месяца назад я открыл свое заведение в Санкт-Петербурге. Это заведение называется «Хот-дожная 8956». Я ничего не рассказывал пока что и пока не собираюсь рассказывать об этом на главном канале, потому что мы с наплывом посетителей не справляемся даже благодаря моему инстаграму. То есть обязательно засниму про свою хот-дожную на главном канале, но пока что вот на Стаффе, на своем втором канале, собираюсь вам показать, что за хот-доги я делаю в своей хот-дожной на Жуковского 18 в Санкт-Петербурге. Если кому, собственно, интересно, что это за заведение, что там происходит, пишите в комменты, я, собственно, засниму вам отдельные видосы, сколько это стоило, сколько людей у меня работает, какие у нас рецептуры, и покажу вам, как все делается на производстве от просто куска мяса до готового вот так вот выглядящего хот-дога. Ну, пишите в комменты, если вам это интересно. А если нет, давайте я вам покажу, как делаются офигенные в натуральной чреве из мяса хот-доги для моей хот-дожной. Ну а вообще, в принципе, кому интересно, что это за заведение, я уже сказал, где оно находится. Ссылочка находится в описании, там отзывы, можете фотки посмотреть. И в инстаграме можете посмотреть, какие хот-доги и почем, собственно, мы продаем. Вот, все, короче, про свою все, больше не буду пиарить свою хот-дожную, закрыли вопрос. Но если хотите, чтобы я что-то про нее рассказал, пишите в комменты. Итак, колбаски. Сегодня мы сделаем острый вариант колбасок под пивас. Поможет мне Вован, потому что он офигенно разбирается в мясе. Здорово, Вован! О, да, давай, мы как будто... Только что на всех передачах только что телевизионных. Встретились, да. Кстати, кто не в курсе, Вован в хот-дожной именно занимается в моей хот-дожной вообще мясом. То есть, чтобы колбаски были сочные, толстенные, большие и натуральные, с нормальным количеством специй, вот этим занимается Вован. Именно поэтому он сейчас в кадре. Какое мясо мы будем использовать для колбасок? Я всегда выбираю мясо лопаточку, лопаточного трупа. Почему? Тут есть и жирочек, он дает сочности, у нас все специи должны растворяться в жирочке. И есть мясо, его достаточно много. Опять же, есть какие-то прожилочки, соединительные ткани, они тоже добавляют вкуса. Поэтому, если делаете колбаски, лучше отруба не найти. Лопатка. Мы будем все делать, исходя из 5 килограмм мяса. Давай почистим все это дело. Да, обязательно убираем всю кожу, убираем кости. Вот надо, чтобы у нас осталось такая приятная мясо приятное мясо. Окей, а если не лопата, предположим, лопатки нет, то какое же мясо может подойти? Ну, и вообще изначально все колбасы делали из того мяса, которое не съели, пока вот была эта парная тушка. Да, то есть лучшие отрубы забирали, там шею, да, бедро, да. По факту колбасу можно делать из чего угодно. Но если вы будете делать из сухого отруба колбасу, постарайтесь добавить куски сала. Да, отдельно. именно это куски сала. Хорошая жирность на колбасе это примерно там 30, может быть 40%. Больше не нужно, меньше не нужно. Вот примерно в этих диапазонах старайтесь действовать. Каждый месяц мои подписчики съедают в моей хот-дожной около 600 килограмм мяса. Если, то есть это мы тут режем сейчас 5 килограмм, а вот когда тебе нужно превратить в фарш больше полутонны, есть какие-нибудь лайфхаки? Конечно, ребят. Первое, это нужно ли вырезать прожилочки. Вот мы тут берем кусочки мяса, да, вот с одной стороны прожилочка, тут где-то жирочек. Вот нужно ли это срезать? Не особо. То есть, если у вас хорошая мясорубка и заточенные ножи, оно все перемолится, и мясорубки плохо не будет. Но в мясе оно даст дополнительного вкуса, потому что все соединительные ткани, они как бы очень вкусные. Если они мелкие, они специи распыляют, короче, дают вкуса. И второе, например, можно не такие мелкие кусочки рубить, а, например, вот такие вот длинные пласты. Потому что мясорубочка, она помещается, но ее затягивает и удобней. По факту мы, когда рубим лопатку, мы стараемся как можно длиннее, как можно меньше резов совершить. То есть берем острый нож и длинный кусочек такой, хоп, в мясорубочку. Собственно, что мы сейчас и продемонстрируем. Сейчас посмотрим, будет ли хуже, будет ли лучше. На производстве у нас стоит мясорубочка, которая... Сколько сжирает в час она? 160 килограмм мяса в час на ней можно перерабатывать. Но у нас здесь простая домашняя, чем богатый, тем и рады. Давай посмотрим, дает ли что-нибудь твоя продолговатая нарезка. Давай сначала обычные кусочки покидаем. Берем. Обычный кусочек, оп. Короче, не наш уровень мощности. Вот, а теперь попробуем продолговатый кусочек. Подожди, давай сначала продохнем то, что там было. Ага.
Вот, давай. А вот продолговатый кусочек, и его практически, его выдирает из руки. Смотрите, и оно усасывается, и ничего уталкивать не надо. Смотрите. Да, гораздо удобнее. Кстати, небольшой нюанс. Фарш у нас получается как нужно, достаточно крупный. Это потому, что у нас стоит решеточка вот здесь вот с достаточно большим диаметром отверстий. Мне кажется, 0,8. В общем, используйте решеточки очень крупного сечения, 0,6-0,8 сантиметра. Тогда у вас фарш будет такой фактурный. И когда вы будете готовить колбаску, вкус мяса будет лучше чувствоваться, будет чувствоваться фактура его. Вот, это тоже очень важно. Поэтому мелкий фарш не очень. А вот такие вот решеточки крупные, это хорошо. Ну что, Вов, мы будем палить специи, какие мы используем, секретные всякие? Я думаю, что надо что-то подписчикам дать, короче. Кто-то захочет, может, домашние колбаски сделать. Я типа за колбасное движение, за то, что люди сами себе готовили. Ну, это геморно. Ну, делать колбасу это достаточно геморно. Поэтому кто сделает, я только да, пожалуйста, ребята. Что, короче, напишем громовки в описании? Мы напишем громовки в описании. Да, но можете повторить, если вам понравится, приезжайте в Питер в нашу хот-дожную. Так, давай, показываем, что за специи. Громовки в описании, мы не будем особо здесь запариваться. Все специи, которые мы можем купить в неперемолотом виде, мы покупаем и мелим сами. Зачем мы это делаем? Чтобы максимум вкуса дошло в колбасу. Такие специи, они гораздо насыщеннее, гораздо вкуснее. Поэтому, ребята, только такие специи и мелим сами. А что по остальным перчикам, специям? У нас, по-моему, тут 9 компонентов. Есть чили перец с хлопьями, чили перец перемолотый, есть каенский перец, есть черный перец, есть белый перец, есть горчица. Ну, еще у нас мы используем, конечно же, колбасную нитритную соль и фосфаты для удержания дополнительной влаги, чтобы колбаса была сочной при приготовлении, не испортилась. Итак, ребята, что мы используем в наших колбасках? Это горчичка, это у нас белый перец, это чили хлопья, это у нас, по-моему, паприка, это каенский перец, это чили перемолотый, это черный перец, а здесь у нас соль, фосфаты, короче, все, сколько всего компонентов получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9 компонентов. Да, ребят, мы добавляем примерно 150 мл воды на каждый килограмм мяса. Это делаем для того, чтобы колбаска не потеряла сочность во время готовки. Мы уже будем нагревать, она будет испаряться, поэтому нужна дополнительная вода. Для этого мы используем и мясницкую нитритную соль, и фосфаты. Это все безопасно, это все нормально, короче, по ГОСТам проверяйте, короче, это не химия такая, которая, это все по-пацански. Вот, и чтобы оно нормально все размешалось, лучше сразу же все специи добавить в воду и перемешать. Собственно, это жужево у нас идет, идеально распространяются все специи по всему объему мяса. Но это нужно еще замешать в фарш. В принципе, мы против использования перчаток на производстве, потому что руки в перчатках мерзко потеют, и это отвратно. Но замешивать специи без перчаток это опасно для кожи, и она потом у тебя слезет. Особенно, если ты замешиваешь 600 килограмм в месяц. А особенно, если ты используешь каенский перец, чили, перцы и всякое такое, они реально едкие. Ребята, надо очень тщательно перемешивать фарш. Он должен уплотниться. Мы добавляем воду, добавляем соли. Он должен прям вот остаться, как вот такая плотненькая попа 18-летней красавицы. Вот. Прям вот так вот, вот так вот. Легально, короче. Да, легально. Мы не используем на производстве у себя в хот-дожной никакой синтетики. Мы используем натуральную баранью чреву самой высшей категории, самого крупного калибра 22-24 мм. Ну и чтобы 2 раза не вставать, и чтобы дело шло быстрее, мы у себя из цеха взяли вот такую вот штуковину, которая поможет нам в фаршировании колбасок. Ну, собственно, вынимаем. Не надо вынимать. Просто повернем. Вот. Даже вынимать не будем? Не будем. Поворачиваем колбу. Да. Оп. Наполняем наш колбасный шприц фаршем. Ребята, смотрите, обязательно фарш надо ручкой потом уталкивать, чтобы не было воздуха. Потому что любой пузырь воздуха в чреве что сделает? Ну, с ним придется бороться, как бы это можно будет решить, но это дополнительный гемор.
Чем их меньше, тем лучше. Только мясо внутри. Какие мы за кадром производим действия, чтобы люди знали, что не все так просто, короче? В общем, у нас поставляется такая засоленная кишка, ну, кишка, чрево. А вы показали ее уже, показали. Да, вот, ее надо обязательно отмыть от соли. Сначала распутать. Распутать, тоже непростая задача. А потом надо промыть внутри, то есть водичка прям наливается внутрь, как бы и пусть все проталкивается. Потом она надевается вот на этот вот экструдер, мы называем его пиптик, но это экструдер. Вот, все, завязываем простой узелочек. Здесь на конце, ну, обычно как вот. Ну, подаем фарш до самого кончика, да, завязываем, ну, чтобы не было пузыря воздушного, и фигачим. Все, начинается колбасная магия. Колбасная магия. Надо немножечко сместить сюда вот наружу. Создаем давление с помощью пальца, придерживая. И фаршик сам поступает. Фаршик крутится, колбаска мутится. Оп. Ребят, у нас в заведении колбасы примерно 25 сантиметров каждый в хот-доге. На весе где-то 120-125 грамм. Но сегодня будем крутить к пиву колбаски. Сделаем их поменьше, чтобы такой этот кряк, этот от звука. Да, чтобы лопалось. Да, лопалось смачно, ну, в каждом укусе. Поэтому, Олег, вот тебе задание. Примерно 3 сантиметрика крутим. 3 сантиметрика? Да, аккуратно, много не крути, туда-сюда, по пару витков и все. Короче, мне кажется, у тебя это немного лучше получается. И вообще, не для этого меня мама рожала. Окей, Вован, если мы прямо сейчас затолкаем вот наши чудесные колбаски просто в духовку, знаешь, так, минуточек на 30, на 180, так, это что будет? Понимаешь, лопнет чрево просто. Ну, то есть, там будут бурлить соки внутри мяса, да, оно жирнее, он закипит и все просто разорвется. Поэтому тут надо очень аккуратно все нагревать. Первое. Желательно включить вентилятор и конвекцию, чтобы обдувало воздухом, чтобы чрево подсушивалось. Второе. Надо поступенчато нагревать колбасу, примерно по 10 градусов. Для этого нужно промышленное оборудование, которое у нас есть, но не здесь. Да, но мы сейчас будем исхитряться в духовочке и расскажем вам, как с помощью домашних этих обычных приспособ попытаться приготовить профессиональную колбасу. Итак, как же все это дело можно сделать с помощью обычной старинной духовки? Кстати, вот здесь как раз подписчики, у которых старинные духовки, они как бы в плюсе. Современные духовки перестают работать, если открыть крышку. А нам как раз нужно, чтобы крышка была открыта в духовке. Мы ставим 100 градусов, вывешиваем колбаски и включаем конвекцию, чтобы обдувало их воздухом. Если у вас есть такая функция в духовке, конечно. Да. То есть, получается, старые духовки, но не прям вот бабушкины. С открытой дверцей все равно будет выходить тепло вверх. С помощью термометра, обязательно надо использовать термометр, мы ждем, пока в колбасе будет примерно 50-55 градусов. Потом мы нальем немножко водички, вот такой вот чан, поставим внутрь, чтобы водичка испарялась, и как бы такую паровую баню устроим внутри духовочки. И так уже доготовим. Но у нас свинина, в принципе, можно готовить до 68 градусов. Но мы перестрахуемся, догреем их где-то градусов до 70. Нужно подождать, пока колбаски высохнут на температуре примерно, ну, мы поставили духовку на 100 градусов, но мы не закрывали ее полностью. То есть мы вот таким вот стаканчиком поджали немножечко, примерно 20-30 минут, и подождали, пока внутри колбаски будет температура, ну, в районе 50-55 градусов. Сейчас мы нальем водички, положим ее в духовочку, чтобы она испарялась и ускорила процесс приготовления. Ну что ж, друзья мои, у нас там сколько внутри? 70 градусов или около того? Где-то 70 градусов. 70 градусов. И это в обычной духовке и с термометром из Икеи стоимостью 400 рублей. Сочные, нежные, не лопнувшие, вся влага осталась внутри. Сейчас мы разрежем, покажем вам, насколько они сочные. Давайте срежем. Я прямо, знаешь, что сделаю? Прямо вот так. Оп, оп, пусть падают. Оп, 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 оп. It's raining sausage.
А было бы неплохо, ну, знаешь, такой вышел на улицу с ведром, я сейчас хочу крафтовых колбасок. Заходишь на Гизметио, у тебя сегодня ожидается сосисочный дождь. Ну и сколько их получилось? И это не все, это первая партия, считай. Да. Посмотрите, они просто вот за счет того, что правильно сделаны, они сочные и прямо надутые влагой. Давай я одну разрежу. Давай. Вот такие вот хрустящие, слегка розовые колбаски. Пробуем. Они по остроте 4 из 10, наверное, 5 из 10. Ну, мы же делаем специально к пиву. Да. И если мы говорим вот об этих маленьких карапузиках, то давайте зачем мы делали их такими порционными? Потому что, послушайте. Да, я присоединюсь. Ну, это еда, Это еда. Но мы делали специально остренькие, специально солененькие, чтобы пивасиком это было очень приятно освежить. Придем к дегустации? Да. Немножко крафтового пива. Эта кружечка это мой подарок Олегу на день рождения. Он подарил мне самую топовую читалку, вот, с самым крутым экраном, чтобы у меня глазки не уставали, с подсветочкой. А я ему набор кружек. Отлично. Да, ребята, вот это комбо, пивасик, сосисочка вы можете получить в нашей художной 8956. Заходите. Жуковского 18. Пивас, если что, у нас тоже есть. Вот вместе. И жизнь хороша, и жить хорошо. Вот по отдельности, что пиво, что сосисочка существуют, ну, так себе. Ну, то есть они вкусные, но по сравнению с тем, что вместе это происходит, это прям не оторваться. Друзья, если кому интересно, чтобы такой видос мы сняли, но на производстве, напишите в комменты, какой контент вам интересен. Да, рассказать про бизнес-план. Может, про бабки там. Про какие-то реалии питерского этого фастфуда. Как людей устраивали на работу. Не знаю, что вам интересно. Технология производства колбас. Какие у нас заготовки. Вот, сколько стоило оборудование, как выбирали помещение. То есть Угу. пишите в комменты, что вам интересно, мы все комменты прочитаем и выберем, каких будет больше комментариев. То мы, собственно, и снимем. Может, даже уже на основном канале. Сколько лайков будем клянчить? Да 20 тысяч. 20 тысяч лайков. 20 тысяч лайков. Вот, и мы снимем про наш бизнес-видосик. Ладно, с вами был Вован. И славный дружи Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Пейте пиво, ешьте колбаски.